Какое количество сердечности в человеке? Для хорошего взаимоотношения ко всему сущему, вероятно, полагалось бы придумывать совершенно иные слова, поскольку животные иногда являются куда надежнее и чувствительнее людей. В дом одного пожилого мужика, что находится прямо в тайге, проникли преступники, избежавшие из тюрьмы. Они хотели покончить со стариком, но в итоге им самим пришлось молить старика отпустить их. Люди даже не предполагали, что старичок был здесь вовсе никак не единственный. Снежным вечером пожилой мужчина по имени Геннадий Саныч двигался на снегоходе к своему уютному домику, глубоко в лесу тайги. Дорогу снегом засыпало, стала плохая видимость, но домик уже появлялся вдали, чем и вдохновлял себя мужчина. Подойдя поближе, старик обратил внимание на крошечного волчонка, он пробегал возле его дома. Заметив деда, волчонок побежал в лес. Геннадий Саныч решился, что волчок предположительно потерялся от стаи. Войдя в домик, он решил, что неплохо было бы накормить этого волчонка. Все равно на улице ревела метель. Дед положил в сумку консервы, после чего он оставил ее в лесу и поставил на снег. Волчонок, дождавшись, пока старик уйдет, набросился на еду. Когда последняя консерва была поглощена, хищник неспешно удалился. Он, казалось, тихонько умолял старика о еще одной вкусняшке. Дедушка вскрыл вторую консерву и снова подкормил волчонка. Волчонок перестал бояться, и Геннадий Саныч взял его в хижину погреться. Старик даже дал волку имя Юм. Волк прилег у разжигаемой печки, а ночью, по окончании метели, пошел на поиски своих волков. Каждый раз, когда Геннадий подъезжал к своему домику, Юм часто заходил к нему в гости. Волк сумел найти своих волков, но о дружелюбию новенького товарища помнил. Ежедневно становился все больше и посильнее, не переставал наведываться к дедушке. А дедушка, в свою очередь, всегда неизменно впускал его в дом, накладывал ему какие-то вкусняшки и сообщал свежие новости. Например, о своем состоянии здоровья или о том, сколько рыбешек было сегодня поймано. Волк с интересом вслушивался в рассказы старика и вилял хвостом. Как-то ночью дед вдруг услыхал за порогом, который никогда не закрывал, грубоватый мужской голос. В ту же самую секунду в жилище попала пару мужчин, и пожилой человек мгновенно осознал, пришли они из тюрьмы. Преступники приказали дедушке подчиняться, иначе плохо будет. Один из них сильно ударил деда, и тот, конечно, кинулся на обидчика. Но чего он мог этим добиться, если его соперник значительно больше и помоложе? Дедушку принялись связывать, но вдруг в избу неожиданно ворвался волчонок. Злобно рыча он вцепился в ногу одного из обидчиков. Бандит толкнул волка и вытащил огнестрельное оружие. Прозвучал выстрел. Волчонок застонал и выскочил прочь из дома. Бандит чуть не засмеялся и хотел что-то сказать, но так и не смог сделать ни того, ни другого. В дверях появилась большая волчица. Это была мама вьюна, и она пришла отомстить за своего волчонка. Преступник окаменел от страха и в этот же миг был свержен рискованным броском. Остальные попытались сбежать, но волчица встала у них на пути. Дед выбежал из дома, побежал к волку. Преступники орали во все горло, требуя его, для того, чтобы он освободил их, что они никогда его больше не потревожат. Но дед словно ничего не слышал. Он знал, что волчонок умирает от кровопотери. Раздался лай собак. Бандитов поймали. Геннадий Саныч еще ни разу не испытывал чувства такого горя. Он запомнил этого волка совсем крошечным. Он кормил его, поил. Ему ничего не оставалось, как страдать за своего верного друга. Волчонок отблагодарил деда за добро не чем-нибудь, а сразу всей жизнью. Старик, проникая тоской и вспоминая прошлое, слезы несдержанно текли по его щекам. Он вспоминал момент, когда с нежностью рассказывал своему комочку пушистой радости волчонку самые свежие новости, внимательно наблюдая за реакцией юного слушателя. Теперь рассказы старика никого не интересовали. Волчиха все еще не сдалась с утратой своего волчонка и вскоре отправилась в погоню за ним. А дедуля, по своим собственным поводам, продолжал каждый раз ставить тарелку с мясом и оставлять ее около леса. Казалось, он все еще ожидал, что волчонок вернется сюда опять. В лесу ни одно животное не причинило старику горя. Ему приходилось жить с такой болью, причиненной людьми, как успокоить свою душевную травму и как показать доброту другим существам человечеством, когда сам человек порой так скуп на эту доброту. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.